Снова здравствуйте, меня зовут Полина Горбунова, и в рамках проекта Show School мы раскрываем тему флирт. Я занимаюсь коммуникацией с вами. На самом деле на практике не так часто нужен сам флирт, как просто возможность продолжить застрявшую беседу. Да? Нужен какой-то инструмент, что же делать, если она там, сугубо какая-то «привет, как дела?» или там очень банальная, да? То есть надо как-то продолжить. Есть инструмент, который просто палочка-выручалочка в любых темах, и я думаю, что в теме флирта, безусловно, тоже, если использовать знания предыдущих уроков. Звучит это для простоты так: обобщение, уточнение, аналогия. То есть, как бы мы ни общались, мы так или иначе используем эти три инструмента. Просто девочки в основном грешат уточнениями, и я расскажу об этом. Можно использовать еще другие вещи для флирта, лучше всего аналогия. Конечно, там она глубже, и там есть где зачеркнуть то, что нам нужно. Но, в принципе, например, вас спросят, как тебя зовут, и, используя обобщение, вы можете сказать: «Зови меня женщиной». То есть вы обобщили себя до более широкого класса, да? То есть там девочка, конкретная Полина, это представитель женского рода. И в то же время с помощью обобщения ввели еще границы пола. Да? Помните, во втором уроке мы говорили о том, что обозначение границ приводит к тому, что в коммуникации становится больше флирта, особенно границы пола. Либо он спросил вас, как тебя зовут, а вы говорите: девочки меня зовут так, а мальчики меня зовут так. То есть это уточнение коммуникации, это не прямой ответ на вопрос. Да? В первом случае вы обобщили, во втором вы уточнили, но вы опять ввели границы пола девочек и мальчиков, да? Ввели вообще половую тему в беседу, она увеличивает количество флирта. Вы можете ответить по аналогии, как тебя зовут. Можете сказать: слушай, ты так спросил, как будто Алиса знакомится с пудингом перед тем, как его съесть. Да? То есть это то же самое, что, вот что аналогия, да? Вы приводите какой-то похожий пример из другого контекста, и опять мы ввели здесь уже чувственные слова про еду, да? Съесть меня. То есть все, что касается у нас с поглощением, с проникновением, так или иначе, маленькая аллюзия на секс, на сексуальность, на флирт. Да, то есть три инструмента. Обобщение. Обобщение позволяет сохранить тайну, не надо рассказывать вам, чем вы заняты. Да, я всегда говорю, представь себе такой девочкой-пинап, и тебя спросили, чем ты занята в тот момент, когда ты, моешь посуду. Да, ты же не будешь говорить: я мою посуду. Обобщение, на чем я занята, это я навожу красоту в доме. И это позволяет немножко такой тайной интриги сохранить. Уточнения, они так или иначе выводят человека из состояния такой дремоты, когда вы начинаете мельчить уточнениями. И девочки очень часто это любят, это, безусловно, носит чуть больше агрессии в общении, но нужно сочетать с другими инструментами обязательно, поскольку агрессия так или иначе рождает сексуальное желание, но если ее много, то это прекрасное желание переходит просто в нежелание видеть и слышать. И аналогия — это максимально флиртоемкое понятие, флиртоемкий способ, но здесь очень важно учитывать все-таки культурный уровень, среду происхождения вашего партнера, потому что если я расскажу про пудинг и Алису, а он не смотрел, не читал и не знает, то в лучшем случае это будет недопонимание, а в худшем человек начнет меня сторониться. Поэтому вот культурный пласт, из которого вы черпаете ваши аналогии, так или иначе должен плюс-минус совпадать с вашим партнером, для того, чтобы у вас было максимальное количество внести флирта и игривости в ваше общение, переписку, живое общение. Пробуйте, тренируйтесь, и ваша коммуникация станет гораздо разнообразнее с помощью обобщений, уточнений и аналогий. Спасибо, до следующего урока, пока.